Эти заброшенные деревни таят в себе зловещие тайны о прошлом, которое уже не вернуть. Когда-то там кипела жизнь, но сейчас об этом помнит лишь степной ветер. Люди покинули свои дома по разным причинам, оставив их умирать под палящим солнцем. Сегодня я вам покажу, что можно найти в заброшенной деревне и почему в некоторые дома лучше не заходить. Поддержите выпуск полным просмотром, подпиской и добрым комментарием. Такой вот зарушенный сарай. Тут ничего уже нет. Когда-то был хлев. Люди держали тут домашних животных. Посмотрим, что тут интересного. Подвал вам оставлю на самый последний. На закуску, как говорится. Тут еще до недавнего времени, кстати, жили люди. Зайчик. Интересно. О, кстати, смотрите. Это, походу, фото владельца, молодого человека, который тут когда-то проживал. Блин, паук по мне ползает. Лёша от Милы. Вот так вот, друзья, время проходит. Судьбы людей меняются. Ого. Вот это интересно. Смотрите, какая красота, друзья. Красивая иконка. Я ничего в домах не трогаю. Просто для вас снимаю красоту давно забытых и кинутых мест. Куча игрушек детских, скляночки, баночки. Часы тоже с иконкой, кстати. Видать, тут люди набожные когда-то жили. Это светильничек. Когда-то он работал. Может, еще работает. Не, батарейка села уже. Опа. Заглянем под диван. Кстати, ингалятор это страшно, когда-то болел астмой в детстве. Пользовался одно время, пока не перерос. Что-то еще интересного. О, историческая видеокарта. И пробники духов. Третья по счету икона, какие-то книжки. Было бы интересно найти дневник этого молодого человека. Там сверху ничего нету.
Это на что такое? Маленький радиоприемничек еще с 90-х годов такие были. С часами, с переключением. А нет, это просто часы с будильником. И у нас календарь. Интересно, какого он года? 2009 год. Походу, это год, когда последний раз тут жили владельцы этого дома. Прошло уже, друзья, 12 лет, как он брошен. Пойду в другое здание или спущусь сейчас в подвал. Бензина почти нет уже. Осталось где-то литр с копейками. Вот такая вот вокруг меня красота. Внизу какие-то деревни непонятные. Все, друзья, прибыл. Вот уже виднеется деревня. Вдалеке там домик. В самой низине находится, в таком же описанном месте. Походу один домик с крышей, не знаю, жилой, не жилой. Сейчас буду осматривать. Мопед припаркую где-то в кустах, в стороне от деревни. И пойду пешком, там, чтобы шума не делать. Если там есть люди жилые, если есть вообще дома жилые, то они мопед явно как-то воспримут негативно, так как там, скорее всего, вообще никто не ездит. И дадут мне возможности хорошо там полазить. Есть такой домик, друзья, не знаю, жилой он или нет. Вот такого домика. Там внизу жилой, я туда не пойду. Закрыт. Не будем тут шуметь. Собаки лают меня запалили, будем уходить дальше. Так вот, друзья, нашли еще один интересный домик заброшенный. Рядом пасека, шуметь не буду. Краныся, кстати, очень страшно пить хочу. Мопед перегрелся. Не знаю, что делать. Ну, покажу вам, что тут находится. И поеду дальше. Смотрите, какие колючки. 4 метра. Улей когда-то был. Заброшенный. Все-таки выйду отсюда. Зайду через ворота. Так, друзья, это типичный советский деревенский дом. Брошен где-то лет 15 назад. Владелец дома, походу, боксом когда-то занимался. Старые диваны. Потолок давно уже обрушился. Кстати, ручки современные. Ну и что стоит доказать, тут вообще опасно находиться. Тут тупо все рушится. Все уже истлело, все продряхло. Смотрите, какая лампа Аладдина. Красиво была когда-то вазочка. Чайничек из сервиза.
улице детки проходят. Эти грибы растут. Какие-то вещи. То ли детские, то ли... Бог его знает. Это, скорее всего, была детская комната. Судя по картинке. Когда-то тут жили люди. Грубо обвалилось. Окна побитые. Был чайничек тоже разбитый. Премиум quality, премиум качество. 2002 год, друзья. Это у нас уже не жилое помещение. Даже остались мягкие игрушки. Ого. Видеомагнитофон. Интересно, там есть кассета? Что, кассета есть? Что не могу понять. Да, ребята, кассета. Кому интересно, достану эту кассету и посмотрю, что в ней находится. Заберу на обратном пути. Ребята, кто помнит, это еще видеоприставка. Елки-палки, 1000 лет ей. Обалдеть, 128 встроенных игр. Это 90-е годы, ребята. Девяностые года, представляете? Раньше были такие приставки, сюда вставлялась кассета. Штекера подключались к телевизору, и можно было играть. Сюда кассета вставлялась. Сзади где-то тут вот штекера. Уже все поломано. Такое вот интересное место. Как вам показать, что там кассета? Есть кассета, вот она. Как бы ее сюда достать аккуратно. Интересно будет посмотреть, что там. Ладно, давайте выйдем, посмотрим другие помещения. Аптечка когда-то была. Опа. Это швейная машинка редкая. Интересно, каких годов. Тут сверху стояла. Наверное, не Зингер, вряд ли. Не написано ничего. Кто знает, напишите в комментариях. Я пока пойду дальше. Совет стоит на горе разрушенный. Сейчас в него заглянем. Интересно, что там. Огромное красивое здание, некогда являющееся госучреждением, а ныне заброшено, с забитыми окнами. Вход полностью зарос шиповником. Вот такой вот сельсовет был когда-то. Посмотрим, что тут интересного.
Скорее всего, тут пусто. Ой, сейчас залезем. Ой. Ух. Очень опасный потолок, стрёмный. Может обрушиться в любую минуту, в любую секунду. Да, это госучреждение. А нет, школа, смотрите, школа с партой, оказывается. Вот такая вот сельская школа. Подсобное помещение с грубой было. Когда-то тут учились дети, звенели звонки. Класс. О! Интересно, какие это года. Не написаны даты. Но эта школа еще более-менее современная, походу. Не знаю, не написаны года. Но я думаю, что до 2010 года она еще функционировала. После 2010 года она, скорее всего, уже не работала. Так как молодежь с деревни уезжает, соответственно, детей меньше, учить некого. Эх, родные парты. Помнится, я за такой сидел когда-то. Вот так вот, друзья. Доска тут, походу, была. В принципе, да, доска была, логично. Посмотрим еще один класс. Интересно, где тут была директорская? Даже не знаю. А вот еще огромный просторный класс. Поросший грибами, правда. Все, что, друзья, осталось от школы. Какой вид красивый из окна.